Всем привет! Опять мы вернулись к этому дому в Цехиздире. Мы его снимали где-то год назад. Сам участок 3800 метров квадратных. Дом 270 квадратов. Дом, как вы видите, требует ремонта. Но что здесь есть, какие плюсы? То, что отличный вид на море. Это на самой макушке горы находится. Это раз. Второе, газ есть. Сам дом заведен газ, как вы видите. Электричество, вода, то есть все коммуникации есть. Хорошие Канализация. соседи, опять же, покупайте Канализация, сначала да. соседей, а потом дом. Да, совершенно верно. И дом, причем дом капитально построен, фундамент такой прочный, что его полностью до основания рушить не надо. Если кто-то хочет переделать, можно воспользоваться этим фундаментом и сделать под себя. Хотя я не вижу смысла его рушить. Можно просто переделать, сделать косметический ремонт и прекрасно жить. Есть и паркет, и камин там есть. А мебель такая, можно сказать, антикварная, интересная. То есть ее чуть подреставрировать будет вообще конфетка. Дверь такая. Да даже дверь, посмотри, какая антикварная. Ее так сделать чуть-чуть, она уже лет 50, наверное, тут висит. И вон в каком состоянии ее отлачить, подшкурить, отлачить. Но самое, что здесь плюс, это самая главная фишка. Это вот этот шикарный вид, открытый на море. Посмотрите, какой вид. Просто вечером тут сидеть, наблюдать закаты, утром восходы. Релаксация такая прям сумасшедшая. Ну и само собой это фрукты. На участке, можно сказать, есть все фрукты, которые возможны в Аджарии. Единственный момент, так как хозяева здесь родственники, у них был один въезд. Вот. Если покупателя устраивает, можно оставить так же. Если нет, то вот дорога прям по краю участка идет. Вот вы можете наблюдать ее. Можно сделать отдельный заезд, чтобы как бы у каждого был свой въезд к участку. То есть с той стороны можно сделать и с этой стороны. Земля здесь плодородная, если заниматься там сельским хозяйством, парники или что-то такое, вообще будет отлично. Или же его как гостевой дом построить, какие-нибудь коттеджи. В советское время здесь было очень много санаториев, лечебницы были, то есть здравницы. В основном здесь очень много жило именно русских. Вот. Но в 90-е годы все покидали эти края, попродали, уехали. А сейчас, видите, опять интерес возрос к этому уголку. Поселок называется Цехиздири, переводится как Цих, это крепость, как подножие крепости. Вот так вот я его переведу. Цехиздири, да. Здесь недалеко находится крепость Петра. Тоже это такое место туристическое. Люди любят здесь отдыхать. Очень много уже по соседству купили с Белоруссии, из Германии, откуда только здесь люди не покупают участки. Летом-то в каждом доме почти есть туристы, потому что пользуется популярностью это местечко. Ну, интересная такая локация. Причем от Батуми, это находится буквально в 10 километрах, это перевал. Прям раньше была дорога через сам этот перевал, маленький перевал Кубулецкий, вот, Цехиздири. А сейчас сделали автобан в объезд этой горы, и здесь еще спокойнее стало. То есть нету ни фур, ничего. То есть если раньше ездили через перевал фуры, постоянно были пробки, сейчас спокойно вы за 10 минут можете доехать из Батуми сюда. И также 10 минут до Кобулети. Остальную информацию оставим внизу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Посмотрите, какая башня. Это воду закачивали, раньше же не было напора. И вот закачивали туда, и оттуда она подавалась. Запасная вода, то есть дополнительный еще источник воды. Есть городская, и отсюда тоже там как колодец, и закачивается. И причем родственник, который живет рядом, сказал, то есть это его, но без проблем можно пользоваться, то есть вместе. Вон, видишь, внизу еще такой вот вода здесь очень вкусная. То есть местечко такое интересное. Вот мы уже тут не были, сколько, полгода, наверное, не приезжали уже. Тут на гараже построили вот такой домик. Хозяева. Этот участок у нас стоит на продаже. Посмотрите, сегодня плюс 17 градусов, такая тишина. Хурма висит. Там капуста, по-моему. Милана с собакой.
такой заезд. Здесь дом. И вот этот вот участок продается. Он у нас уже есть на канале. Смотрите, если тут беседку сделать, прям так тихо. Петухи поют. Ой, прям можно загорать. Вот декабрь у нас сегодня 12 число. Солнце печет. Посмотрите, какой вид. Солнце заходит как раз вон там. Закат. В прошлом году мы тоже сюда приезжали по осени. Хозяева нас пригласили поснимать этот участок для продажи и дом. Вот он еще не продан. Ждет своего хозяина нового. Воздух тут, конечно, ребят, потрясающий. Можно вот так сесть и позагорать. Тишина. Некому в Аджарии собирать мандарины. Они просто, у многих они просто вот так висят и гниют на ветке. Мандаришки. Пахнут. Ой, с ветки прям вообще классно. Смотрите, какой сухой подвал. Даже какая-то старая детская, видите, грузинская люлька. Где? Да, залази быстрее. Смотри, вон там люлечка маленькая. Для деточек маленьких. Как ты, да? Ящики из-под мандарин. Так что покупайте этот дом и будете жить в мандариновом раю. Конечно, дом надо полностью переделывать. Дом старенький. Жить нельзя здесь, пока не сделаешь. Вот соседи у вас будут. Это апельсины. Да, апельсины. Хочешь апельсинку? Держи. С ветки прям. На, милая. А вот хурма, смотрите. Тоже с ветки можно сорвать. Она еще тверденькая, но он уже есть мягкий и портятся. Хурма. Очень полезный фрукт. Можно упасть, да, дочь? Вахтанг снимает этот участок с квадрокоптеров. Попросили нас снять сверху. Ну вот такая красота. Смотрите, терраса какая. И здесь тоже подвал. Старенькое такое все. Сейчас я вам покажу еще там, что построили. Чуть-чуть ниже. Вот опять хурма висит на ветке. Вот это мягенькая, уже можно кушать. Королек, хурма. Вот посмотрите, какой треугольный. Треугольная избушка. Ну классно же, мандарины везде висят. За забором. Вот можно вот таких домиков построить и приглашать сюда людей. Эко-отельчик сделать такой. Смотрите, сколько мандаринов. Я хочу здесь жить. Милана хочет здесь жить. И вот этот подъезд мне нравится. Смотрите, как заезжаете и в такой хвойный переулок. Мам, ты куда? А сейчас чуть-чуть спустимся. О, какое дерево. Старое. Говорят, от деревьев надо питаться энергией. Попитаемся. Как пахнет. И вот здесь тоже хвойные вот эти все деревья. Вот смотрите, какой домик. Вот таких домиков сделать и, пожалуйста, эко-отель с номерами. С видом на море потрясающе. Тут если прямо идти, тут недалеко до моря, где-то километра полтора, может быть. Мандарины, да, там много мандарин. Здесь везде мандарины.
Посмотри, какой мандариновый рай. Смотрите, какая дорожка. Вот так тоже выглядит это все. Прекрасно. Видите, мандарины не собирают, они просто падают уже, и ветки настолько тяжелые, наклонились под тяжестью. Все, мандарины, видишь, не собирают. Некому собирать, вон все усыпано, все просто усыпано. Доченька, ну это чужие вообще мандарины. Такие интересные вот эти деревья. Какие-то цветы на них красные. Красота. В таком хочешь, да, пожить? Да. Ну да. Там может быть бассейн. Бассейн? Да. Построим сами. Сами построим, конечно. Денег только заработаем. Как построим, да, себе дом? Вот здесь. Будем въехать. И будем здесь жить. Пальмы такие. Я падаю. Куда ты падаешь? Все, поснимали участок сверху. Все вопросы по участку к вот этому человеку. Да, Вахтанг? Да. Звоните, пишите. Вот так, видите, ребят, подъезд. Дорожка вот такая. То есть здесь можно сделать к дому подъезд, если хотите. Потому что вот эта вся земля, это участок. Смотрите, хурма какая. Все прям усыпано. И птички поют, и воздух такой. Тишина, красота. Вот мы сейчас находимся на самой макушке перевала. Ребят, раньше по этой дороге все ехали в Батуми и обратно. Многие по привычке ездят, или кто в Кобулете, кому надо, кто-то отсюда едет. Вот. Ну, конечно, камеры здесь тоже есть, но на автобане там больше их. Каждый выбирает, откуда ему ехать и по какой причине. Если ехать в Тбилиси, то лучше через автобан. Ну, перевал очень живописный. Да. Красивая дорога, извилистая такая. И опять же повторяю, здесь очень много санаториев было, и земли такие прям остались заброшенные, пока еще ничего не сделано. Вот. Большинство земель в сельхозназначение, их все переводить надо. Но это стоит того. Расскажи про перевод из сельхоз в несельхоз. Ну, то здесь знаешь, какая ситуация? В каждом уголке Грузии, то есть за квадрат свои цены. То есть где-то может 30 тетри стоить, где-то может стоить там Но это государственное. 50, да, это государственное, да. А сама подготовка документов, там процесс не маленький, то есть занимает это, может и на 2-3 месяца растянуться это все. Кадастровый код нужен участка, и все, потом дальше через юстицию собирать все документы. Вот у нас есть человек, кто этим занимается. Какой-то аванс? Иностранец не может купить, допустим, прийти, вот сельхозназначение купить и потом переоформить, ему не переоформят это так. Вот, поэтому аванс, обычно как эта процедура происходит, какой-то аванс дают, потому что не у всех. Вот, смотри, какая пробка образовалась. Да. Да, это очень редкий случай здесь. Вот раньше было всегда так, когда то есть дорога была. Купить-то можно как, аванс оставляют. Вот, если, допустим, у собственника нет денег, чтобы самому это то есть там не маленькая сумма, там, допустим, 4000 квадратных метров перевести, то есть не у всех есть деньги. Поэтому оставляют аванс, можно это нотариально заверить, что там аванс залоговой суммы. А дальше уже как переоформят, вычтется этот аванс из той суммы, и все. Вот
о которой договорились. Но перевод это отдельная тема. То есть, если, допустим, стоит 30 тысяч долларов участок какой-нибудь, ну, я формально говорю, то за перевод платит сам покупатель. Если обойдется 5 тысяч долларов перевод, то 25 не будет стоить дом. То есть получается 30 собственнику и 5 тысяч плюс будут расходы у покупателя. Это уже Чакве. Мы с Сахидзири спустились в Чакве. Здесь тоже школа большая в Чакве, кстати. Тут русский сектор Кажется, есть. вот в этой школе, да, русский сектор, Да, насколько я русский помню. сектор здесь, большая школа. Это единственный большой ресторан, который здесь есть в Чакве. Это этот вот чемпион. Чемпион называется? Да. Ну не помнишь, мы в этом Да, когда да, были? мы кушали В там. Дримленде. Сюда ездили. Здесь поблизости ничего не было такого. А, кстати, там в горах пооткрывали какие-то ресторанчики, еще новые я видел. Дети со школы идут. Вот отсюда дорога идет в сторону Тирала, заповедника. Видишь, что написано? Национальный парк Тирала. Тирала переводится как «плачущая гора». Вот. Здесь тоже наверху есть участки от 15-20 долларов. Справа ботанический сад находится. Вот эта речушка, посмотри, я про нее тебе говорил, да? Подписчики наши не знают, вот здесь такая вот, посмотри, вообще какая-то, как ручеек, блин. Но этот ручеек бывает так разливается в дождь, что здесь затапливает все так, что проехать невозможно. Вот тебе и ручеек. Планируете отпуск в Батуми? Добро пожаловать в наши апартаменты. Отличные светлые студии, двухкомнатные, трехкомнатные апартаменты в апарт-отеле Орби Сити. Апартаменты премиум-класса с шикарным видом на море. Двухспальные кровати размера King Size, ортопедические матрасы, номера, укомплектованные бытовой техникой, интернет, телевидение, электричество и вода входят в суточную арендную плату. Апартаменты сдаются посуточно и по договоренности можем сдать вам и на долгий срок. По ценам и возможностям бронирования обращайтесь к нам в WhatsApp. При броне любых наших апартаментов от 5 суток вы получаете в подарок трансфер из аэропорта Батуми, скидку 20% на все наши экскурсии по Аджарии и, конечно же, комплимент от Василины и Вахтанга – бутылка грузинского вина. Ждем вас в гостеприимной Грузии!